большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня предлагаю приготовить простой, вкусный, доступный ужин из картофеля и фарша. Для начала беру одну большую цибульку и нарезаю ее на кубики. Теперь цибульку замаринуем. Если не хотите мариновать, то можно ее обжарить на сливочном или растительном масле до золотистости. Но если ее замариновать, то при запекании она останется вкусной с легкой хрустинкой. Если вам такой вариант не нравится, то обжарьте немного. Добавляю столовую ложку яблочного уксуса 6%, чайную ложку без горки сахара и половину чайной ложки соли. У меня здесь большая цибулька весом где-то 200-220 граммов. Перемешиваем и оставим мариноваться, пока будем заниматься картошкой и фаршем. Килограмм картошки нарезаю на такие вот кусочки. Картошку перекладываю в кастрюлю, заливаю кипятком, подсаливаю и буду варить 5 минут до полуготовности. Теперь сделаем фарш. Я буду делать самостоятельно из свинины и говядины, где-то 700-800 граммов мяса. Вы можете сделать из другого мяса или из одного вида мяса. В картофеле сливаем жидкость, добавляем кусочек сливочного масла и также сушеный или свежий чеснок. Также добавляю черный молотый перец по вкусу. Вы можете добавить еще свои любимые специи к картофелю. Как только вы видите, что масло растаяло, аккуратно перемешайте. Но картофель уже еще у меня, то есть не полностью готов, поэтому он еще держит форму. Но даже если и не держит, это не очень важно, потому что мы будем делать запеканку. Форму для запекания хорошо смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 20 см на 24 и высота 6 см. Вы можете взять абсолютно любую форму, главное, чтобы у вас все ингредиенты поместились. Фарш солим по вкусу. И также черный молотый перец. Перемешиваем фарш. Удобнее всего перемешать рукой. Выкладываем половину картошки на дно формы. Сверху выкладываю фарш, тоже удобно это делать руками. У меня фарша много, в принципе, можно взять чуть меньше. Но я люблю, чтобы было 1 к 1 почти фарша и гарнира, то есть картофеля. Фарш хорошо утрамбовываю. Сверху фарш покрываю кетчупом, где-то 3-4 столовые ложки. Распределяю. И теперь у нас замаринованная цибулька. Смотрим, чтобы у нас жидкость стекла, а цибульку отправляем в запеканку. И теперь по всей поверхности распределяю. Если хотите, здесь можно цибульку предварительно обжарить, а не мариновать, как я вам и говорила в начале. Сверху выкладываем оставшуюся картошку. Мне кажется, что у меня снизу получилось чуть больше картофеля, чем сверху. Но, как видите, это особой роли не играет. Наоборот, та картошечка, которая снизу, лучше пропитается соком из фарша. Сверху натираю 80 граммов сыра по всей площади. Сверху все покрываем майонезом. Причем я беру майонез магазинный, не жирный. Вы можете взять, в принципе, и жирный, потому что он вкуснее, чем не жирный. Но дело в том, что я не беру домашний, потому что он при выпечке расслаивается. И теперь аккуратно распределяю майонез. Получится у нас очень вкусная майонезно-сырная шапочка. Если вот так вот покрывать сыр майонезом, то он не горит, а наоборот красиво румянится и получается очень вкусный. У нас на канале есть блюдо, которое называется чемодан. Вот обязательно его попробуйте, там тоже такой принцип. И оно просто сногсшибательно вкусно. Теперь ставим запеканку в духовку и будем выпекать при температуре 160 градусов 50-60 минут до полной готовности. Если вы видите, что у вас уже корочка хорошо зарумянилась, то просто накройте ее фольгой. Посмотрите на эту чудесную запеканку. Запекала я ее где-то час 10 при температуре 160 градусов. Как красиво румяна у нас сформировалась корочка и совсем ничего не подгорело. Посмотрите, какая красота. Ну что ж, давайте отрежем кусочек.
Чувствуется, что картошка уже абсолютно готова. Она мягчайшая. И единственное, что там такое более твердое, это фарш. Ну что ж, посмотрите, какая у нас с вами красота получилась. Как пахнет вкусно. А здесь посмотрите, сколько сока внутри. Что ж, давайте кусочек попробую. Мясная, супер сочная. Посмотрите, кетчуп как отчетливо, красиво лежит на мясе. Получилось очень вкусно, мягчайшая картошка под сырно-майонезной шапкой, и также там уже снизу вся пропитанная картошечка вот этим соком из фарша. Цибулька осталась слегка хрустящей, она не вареная. Здесь смотрите на свое усмотрение, хотите обжарьте, хотите вообще очень мелко ее нарежьте и положите сырой, тогда она просто растворится. То есть вы ее даже не почувствуете. В этом варианте, когда мы ее маринуем, она все же чувствуется. Это вкусно, очень, чем-то похоже мне на котлету из бургера, особенно сочетание цибульки вместе с кетчупом и с фаршем. Обязательно пробуйте, это просто легко, быстро и оригинально. Всем пока, до новых вкусных рецептов!